Привет всем, кто подписан на обзоры чемпионата Англии. На этих выходных тура не будет, зато мы расскажем грустную историю о том, как от красных ускользали золотые медали. Первый случай такой произошел 121 год назад. Это была одна из самых захватывающих гонок за чемпионство. Решающая игра состоялась в последнем туре. В Бирмингем приехал Ливерпуль, но уступил Астон Вилле 5-0. Отставание по итогам сезона составило всего лишь 2 очка. Мерсисайдцы впервые в истории заняли второе место, пропустив вперед Астон Виллу, которая к тому времени стала 4-кратным чемпионом. Отметим, что решающий матч, который состоялся 29 апреля 1899 года, стал самым посещаемым в чемпионате — 41 тысяча. Через 11 лет эта пара вновь разыгрывает между собой золотые медали. Надо добавить, что красные шли за третьим чемпионством, а Вилла за 6-м. В этом сезоне отставание было уже существеннее — 5 очков. Очные игры между призерами завершились с общим счетом 3-3. Интересная произошла встреча между Ливерпулем и Ньюкаслом 4 декабря. Она закончилась 6-5 в пользу мерсисайдцев. Сороки по итогам сезона финишировали третьими, поделив это место с Блэкберном и МЮ. Третий раз Ливерпуль упустил золото в 1969 году. На этот раз главным соперником красных стал Лидс, который, между прочим, впервые в своей истории поднял трофей, опередив ливерпульцев на 6 баллов. Переломный момент случился в 35-м туре, когда хозяева Энфилда не сумели переиграть на своем поле лидера чемпионата 0-0. С 1974 по 1978 года Ливерпуль трижды приходит к финишу вторым. Весь сезон 73-74 Лидс вместе с Ливерпулем шел вровень. Однако ребята Дона Реви сумели выиграть свой второй титул, после чего тренер ушел тренировать сборную Англии. Не менее успешный Билл Шенкли после этого чемпионата покинул Ливерпуль. Он провел здесь 15 сезонов в качестве главного тренера. На следующий год красных опережает в таблице Дерби Каунти. Отмечается, что в этом сезоне была плотная гонка за титул. Вторая команда отстала от первой на 2 пункта. Ливерпуль был в шаге от трофея. Однако в предпоследнем туре уступил Миддлсбро 0-1. В 1978 году наши герои проигрывают Ноттингему 7 очков в таблице. Отметим, что в очных матчах красные ни разу не проиграли лесной команде 0-0 и 1-1. В 1985 году было еще одно обидное вице-чемпионство, так как команда пропустила на первую строчку Эвертон. После этого наставник Ливерпуля ушел, а играющим тренером был назначен Кенни Далглиш, который получил прозвище от поклонников клуба «Король Кенни». Но Эвертону не суждено было сыграть в Кубке чемпионов УЕФА, так как все английские клубы были отстранены от Еврокубков. Этому поспособствовали фанаты принципиального соперника. Через 2 года ситуация повторилась. Ириски взяли титул, опередив Ливерпуль на 9 очков. Этот сезон ознаменовался отъездом из команды чемпионов Говарда Кендалла, который стал теперь главным тренером команды из Бильбао. После этого сезона Эвертон больше никогда не становился чемпионом Англии. Еще через 2 года на пути Ливерпуля стал Арсенал. Команды набрали в итоге по 76 очков, но титул отошел канонирам. Это первый и единственный случай в истории, когда чемпионство было определено по голам. Вспомним, что именно этот турнир был продлен после известных событий на стадионе Хиллборо. Дополнительные показатели не потребовались. Арсенал выиграл гонку с преимуществом в 7 очков. Ливерпуль на протяжении большей части сезона возглавлял турнирную таблицу, но внезапный уход Кенни Далглиша в феврале сказался на результатах команды. Следующее упущенное чемпионство состоялось уже в премьер-лиге, и вновь красных огорчил Арсенал, хотя по ходу сезона мерсисайдцы опережали лондонцев на 7 баллов. Надо сказать, что второе место Ливерпуль добыл лишь в последнем туре, отправив в нижний дивизион Ипсвич. Первое место переходило из рук в руки по ходу сезона 29 раз. В 2009 году Ливерпуль вел к 19-му титулу Рафа Бенитес. Клуб после 21-го тура опережал МЮ на 4 очка, но в итоге сам отстал на 4 пункта. Наверняка поклонники клуба хорошо помнят этот чемпионат, так как их любимая команда дважды обыграла МЮ: 2-1 на своем поле и 4-1 на Олд Траффорде. В 2014 году Ливерпуль столкнулся уже с другим Манчестером. Как же такое могло произойти, если команда Брэндона Роджерса за 3 тура до финиша опережала горожан на 5 очков? В итоге, растеряв все преимущество, Ливерпуль в последнем туре узнал, что упустил и чемпионство. Отметим, что первое место доставалось разным командам в течение сезона 25 раз. Соперничество с Манчестером Сити продолжается. В январе 2019 года Ливерпуль имел преимущество над второй командой в 7 очков. Судьба короны решилась в последнем туре. Клуб набрал в итоге 97 очков, что является рекордом для вторых команд. У горожан было 98 очков, на одно больше. Обидно, Ливерпуль никогда в своей истории еще не выиграл премьер-лигу. Станет ли клуб 19-кратным чемпионом Англии? Скоро узнаем. Если тебе понравился выпуск и ты узнал что-то новое, поставь лайк, не заставляй автора просить об этом. Рекомендую узнать о зарплатах ведущих футболистов. Услышимся на спортивном.